тех пор, как я начал увлекаться наручными часами, я стал обращать внимание на то, какие часы носят люди вокруг. В том числе я стал замечать за собой, что обращаю внимание на часы, которые носит актер в фильме, который я смотрю. Деталь, которую я годами упускал из виду. Например, многими любимая классика «Терминатор 2. Судный день». Для меня такая деталь, что Джон Коннор в этом фильме вообще носит часы, была не замечена на протяжении многих лет, несмотря на то, что я смотрел этот фильм много-много раз. Часы на запястье Джона – недорогие полевые часы Field Watch. Энтузиасты определили, что это кварцевый Field Watch Trooper. В целом, недорогие часы – вполне ожидаемый аксессуар на запястье подростка, особенно учитывая их небольшой размер. Полевые часы появились как часы для военных. Возможно, в этом есть смысл, так как детство Джона прошло с матерью, которая готовила его к войне. Хотя, может быть, это просто домыслы. Часы, подобные этим, есть в моей коллекции. Хотя у меня механические часы, но тоже трупер. Отличительная черта этих часов, да и вообще всех полевых часов, это простота, надежность и хорошая читаемость. Далее я хотел бы отметить еще один интересный фильм «Скорость». Вообще тема часов в этом фильме выделена отдельно. По сюжету главный антагонист этого фильма использует в своем взрывном устройстве дешевые часы, которые ему подарили после выхода на пенсию. Но особенно хочется выделить часы на руке протагониста, то есть главного героя. Это квадратный G-Shock. По сюжету главный герой служит в полиции, и служба его, как поется в той песне, и опасна, и сложна. Он оказывается и в шахте лифта, и под мчащимся на большой скорости автобусом, и в целом в достаточно динамичных и опасных обстоятельствах. В такой ситуации дорогие и хрупкие часы не наденешь. И G-Shock тут подходит как нельзя кстати. Мне и самому больше нравится именно квадратный G-Shock. Обзор этих часов я делал в одном из своих предыдущих видео. Когда речь заходит про часы в кино, трудно обойти стороной фильмы про Бонда. Агент 007 носил Rolex, Omega, а также электронные часы, когда это еще не было мейнстримом. То есть они были достаточно редкими в то время. Трудно также было бы мне не заметить часы Rolex на руке Кэмерон Диаз в фильме «Рыцари дня». Они прям привлекали внимание к себе на протяжении всего фильма. Но вряд ли на моем канале я когда-нибудь буду делать обзор на такие часы, как Rolex или Omega. Еще один часовой бренд я бы хотел отметить. И снова этот бренд вряд ли появится в обзорах на моем канале. Речь идет о часах TAG Heuer и фильмах про Джейсона Борна. Выбор главного героя пал на кварцевый хронограф этих швейцарских часов. Тема часов, а вернее времени, является центральной во всеми любимой классике «Назад в будущее». Это 80-е годы и мода на все японское, и мода на электронные часы. Марти Макфлай носит часы с калькулятором Casio, а профессор Дог Браун и вовсе двое часов. В моей коллекции пока нет ничего такого. Но разве что эти Casio передают привет 80-м. Короткий обзор на эти часы также есть на моем канале. Опять же, это не часы из того фильма, а просто часы из той эпохи. Часы, которые я целенаправленно искал и хотел приобрести, это кварцевый хронограф, который я увидел на руке главного героя в фильме «Человек ноября». Герой Пирса Броснана носит хронограф. Энтузиасты определили модель часов. Интересно, что это недорогие часы. То есть, вопреки некой традиции, главный суперагент не носит дорогие швейцарские часы, а его выбор пал на дешевый японский бренд. Именно эту модель в продаже я найти не смог. Видимо, эта модель больше не выпускается. Но я нашел похожие часы от Pulsar. А Pulsar и Lorus оба являются дешевыми суббрендами японской Seiko. Почему главный герой носит такие часы? Возможно, потому что похожие часы выпускались для
RAF, Royal Air Force, военных летчиков Великобритании. И, возможно, главный герой служил в авиации. Хотя, может быть, и нет, просто спекуляции. Но часы при этом смотрятся достаточно красиво, круто, современно. Мне очень нравится. Я делал обзор на эти часы, и будет здесь подсказка, по которой можно перейти и посмотреть это видео. Кстати, еще один суперагент, который носит недорогие часы, это фильм «Миссия невыполнима», и герой Тома Круза носит недорогие японские Casio. А еще недавно пересматривал фильм «Морской бой». В этом фильме главный герой носит часы Luminox. Я где-то читал, что Luminox поставляли часы для бойцов спецподразделения морских котиков. Главный герой, правда, не морской котик, а просто служит во флоте. Но часы довольно узнаваемые. У меня нет именно Luminox, но есть очень похожие KHS. Это немецкий бренд, который также выпускает часы в стиле милитари. Главной особенностью этих часов являются колбочки, наполненные тритием, которые вставлены в стрелки и метки. Тритий обеспечивает постоянное свечение в течение не менее 12 лет. Как видим, свечение не очень яркое, но всегда читаемое и точно продержится всю ночь. Ну и напоследок тоже морская тема. Фильм «Водная жизнь» Стивен Зису, в которой главный герой Билла Мюррея носит часы «Восток Амфибия». Его выбор немного неожиданный. Моя модель немного другая, но тоже амфибия. Это простые и надежные часы, которые не боятся погружения на большую глубину. Конечно, фильмов много и часов много. Это лишь некоторые, которые я смотрел недавно или про которые я вспомнил. И часы, из которых я смог идентифицировать или найти в интернете. А вы интересуетесь темой наручных часов? Вы тоже обращаете внимание на часы, которые носит человек рядом с вами? Или герой кинофильма? Напишите ваш ответ в комментарии. Если вам не сложно, поставьте лайк. А я на этом прощаюсь и пока.